Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Эзотерика для тебя, друзья. Мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня, друзья, в этом видео уделим внимание народным приметам касательно работы и поговорим о том, какие нужно обращать внимание знаки, которые подает вам Вселенная, чтобы у вас на работе всегда было изобилие, достаток, благополучие, была высокооплачиваемая работа, также уважение от коллег и так далее. Далее, друзья, все более подробно. Прямо сейчас ставьте лайк этому видео, друзья, вам это ничего не стоит, а нам приятно. Итак, друзья, с вас лайк, а с нас важная и ценная информация. Для того, чтобы на работе вас не преследовали неприятности, нужно обращать внимание на знаки, которые подает вам Вселенная. Существуют народные приметы, которые проверены людьми и временем, которые передались нам для того, чтобы уберечь нас от ненужных энергий. А также из этих народных примет мы возможно узнать, что хочет нам преподнести судьба, какие события способны происходить у нас к деньгам, к удаче, к карьерному росту. И зная это и придерживаясь, вы сможете добиться успеха, повышения зарплаты, что будет способствовать улучшению вашего материального благосостояния, а также поможет избежать недоброжелательного отношения коллег, зависти, которые они способны излучать, а также от проблем и неудач. Порой мы сами получаем знаки Вселенной во время рабочего дня, поэтому нужно обязательно научиться обращать внимание на них и, конечно же, правильно их трактовать, чтобы помочь себе использовать их с пользой. Поэтому, придя на работу, каждый из вас вынашивает грандиозные планы, рассчитывая на успех в своей трудовой деятельности. Итак, вы пришли на работу в данное предприятие впервые, поэтому ведите себя спокойно, сдержанно. Ведь вам нужно время для того, чтобы хорошенько присмотреться к тому, что будет происходить вокруг вас, а также увидеть, какие люди будут окружать вас и с кем вам придется проводить большую часть своего времени. Не стоит стараться узнать о всех все и сразу. Не расспрашивайте у людей ни о своей, ни об их работе. Всему свое время. Старайтесь не интересоваться судьбой каждого. Да и не стоит никому навязывать рассказы своей жизни. Это на самом деле никому не интересно, кроме вас. Но в такой момент люди, слушающие вас, будут излучать негатив, а вы его будете притягивать. И давайте поговорим о том, какие есть народные приметы о работе. Зная их и используя в своей жизни, вы сможете многого достичь и изменить. Итак, по дороге на новую работу вы легко и быстро ее преодолели, если на пути вы не встретили никаких преград. То же самое будет и с вашей трудовой деятельностью. Вы действительно сможете достигнуть карьерных вершин. Вы найдете взаимопонимание с начальником. Если же вам дорога давалась с трудом, на ней возникали то иные препятствия, это к тому, что не нужно рассчитывать на благоприятные условия. Вам на этой работе будет трудно удержаться. Когда вы приходите на новую работу, то перед входом в здание, где вы будете работать, скажите обязательно такие слова: «За этим порогом меня ожидает дорога, которая сулит мне удачу и успех в придачу». Это простое действие поможет вам достичь успеха на новом месте. Также не стоит заказывать и визитки в первый рабочий день, дабы не спровоцировать быстрое увольнение. Также по углам в помещении, где находится ваше рабочее место, разложите монеты любого цвета и достоинства, проговорив такие слова: «Монета в углу лежит, счастье и удачу в карьере мне сулит». Благодаря этому вы сможете получить быстрое продвижение по карьерной лестнице. А если вы отправляетесь на работу с хорошим настроением, у вас душевный подъем, значит день будет удачным, и в течение рабочего дня вас будет ожидать успех или денежное вознаграждение, премия. Если по дороге на работу вы нашли купюру, не проходите мимо. Знайте, вас ожидает вознаграждение за ваши труды. Идя по улице и встретили двух одинаково одетых людей, то знаете, что удача в текущих делах вам обеспечена. А если идете на собеседование, то результат будет положительным. А если на сделку, она будет прибыльной и успешной. Идете на собеседование, обязательно возьмите новый блокнот и ручку. Это обеспечит вам успех. Идете на какую-то сделку, в блокноте на чистой странице нарисуйте знак бесконечности и напишите, как желаете, чтобы прошла сделка. Все пройдет так, как вам и нужно.
В пятницу 13 числа не нужно ходить на собеседование, устраиваться на работу. Не будет удачи, и результат вас в конечном итоге не порадует. Перед тем, как идти на собеседование, чтобы отогнать плохие мысли, нужно через правое плечо посмотреть в зеркало и, подумав о том, что у вас все получится, так как вы того хотите. А если вы сами проснулись без будильника утром, знаете, день будет успешным и удачным, будет наполненным хорошими событиями. А вот если вы нашли старый ключ, вас ожидает удача во всех начинаниях. Также вы можете заниматься поиском новой работы, отправлять резюме, либо же обратиться с просьбой о повышении зарплаты. Не нужно заниматься поисками работы в понедельник. Даже если что-то вы найдете, то знаете, вы недолго удержитесь на этом месте. В первой половине четверга просите о повышении зарплаты, и просьба закончится удачей для вас. А если вы делать это будете на растущую луну, так финансы будут еще и быстро приумножаться. Если же первый рабочий день припадает на среду, то знаете, то работа будет вам по душе, а значит, вы на ней будете делать всегда успехи. Занимаясь поисками работы, завяжите на запястье вашей ведущей руки красную нить, для того, чтобы привлечь удачу и достичь желаемой цели. Помните, ни в коем случае никогда не ешьте семечки, орехи на рабочем месте, так как вы иначе притянете к себе конфликты с начальством и недопонимание с коллективом. А если вы разбили зеркало на работе, ожидайте неприятности. А если разбили большое зеркало, это к крупным неприятностям. А вот если маленькое, то это к недомолвкам и сплетням. А если в ваш рабочий кабинет залетела птица, знайте, это к деньгам. Ожидайте повышения зарплаты или премию. А если удастся еще ее и покормить, то вы сможете получить более высокооплачиваемую должность. А вот если паук сплел паутину у вас на рабочем месте, знаете, вам обеспечены хорошие отношения как с коллегами, так и с руководством. А возможно и резкое увеличение объемов работы, что принесет материальную удачу, да и карьерный рост вам точно обеспечен. Нельзя садиться за стол человека, которого только что уволили, ибо и вас постигнет та же участь. Также не нужно держать на столе календарь с фотографиями обнаженных моделей, так как у вас будут постоянные финансовые потери, а на работе одна неприятность будет сменяться следующей. А если вы хотите получить прибавку к зарплате, подержитесь двумя руками за стол руководителя. А еще лучше, если выдастся возможность посидеть на его кресле. Помните, никогда не берите зарплату из рук в руки. Берите либо со стола, либо с любой другой поверхности, но при этом обязательно левой рукой. Деньги в виде зарплаты нельзя тратить в тот же час. Они должны переночевать в доме, а это позволит получать их в большем количестве. Монета, купюра с первой зарплаты – это надежный денежный талисман. Ее нужно беречь и хранить в кошельке. Это поможет вам привлечь деньги. Если когда на работе вы наливали кипяток в чашку и она ни с того ни с сего лопнула, остерегайтесь крупных неприятностей на работе, вплоть до увольнения, а также вас могут подставить ваши же коллеги-недоброжелатели. А если вы уронили чашку с горячим чаем, прислушайтесь к мнению коллег, не игнорируйте их советы. Если у вас часто бьются чашки на работе, обратите внимание на окружающих, иначе среди них есть тот, кто вам завидует и желает оказаться на вашем месте. Если бьются тарелки, вы в чем-то вызвали недовольство своего начальства и скоро об этом узнаете. Будьте готовы. А если вы часто меняете посуду на работе из-за трещин и сколов, нужно на это обратить внимание, так как кто-то старается доставить вам сильные неприятности. Будьте внимательны. А если рабочий день в пятницу проходит спокойно, то так и ждите, что перед его окончанием появятся срочные задания, что вызовет задержку на работе. Также никогда в жизни не меняйте работу в высокосный год, переждите, так как сменив работу, долго на ней вы точно не задержитесь. А прежде чем идти навстречу с новым руководителем, нужно съесть кусочек хлеба, посыпанного солью. И эта народная примета связана с прибылью и деньгами.
Находясь в отдельном кабинете, всегда держите дверь закрытой. Оставляя ее открытой, таким образом вы запускаете в свой кабинет неприятности в виде порчи из глаза. А у того, кто плотно дверь не закрывает, через щель удача улетает. Будете есть во время того, как работаете, такое, казалось бы, безобидное действие приведет к увольнению. А если в рабочем номере вашего телефона последняя цифра 0, то это не ваше место работы. Срочно смените его, иначе все в жизни пойдет не так и на работе, и в личной жизни. Придя на работу, если вы постоянно ощущаете зуд в области локтя, то вас так предупреждает о том, что кто-то из вашего окружения, завидуя вам, распускает о вас нелепые слухи, выставляя вас перед руководителем, к сожалению, не в лучшем свете, всячески стараясь навредить вам. В конце рабочей недели вас бросает то в жар, то в холод. Ожидайте в скором будущем повышения в должности. А если ваш рабочий компьютер начинает постоянно шалить, зависать, выключаться, ждите неприятностей. А людям, еще связанных с цифрами, стоит быть более внимательными. Если, идя на работу, вы потеряли деньги, не расстраивайтесь. Эта потеря сулит вам увеличение зарплаты, что откроет перед вами новые возможности. А если ваш коллега постоянно норовит сесть на ваше рабочее место, знаете, он примеряет его на себя и в дальнейшем сделает попытку подсидеть вас. Поэтому будьте бдительны, чтобы должным образом ответить. Не позволяйте ему этого делать, даже если это человек, с которым у вас близкие отношения. Если такое произошло, насыпьте на стол щепоточку соли. Затем соберите ее на белый лист бумаги, вынесите на улицу и выбросите подальше от работы и проговорите такие слова. Это место только мое, но никому кроме меня не достанется. Даже если данный человек очень сильно старается, помыслы его убираю, место свое защищаю. Так вы обезопасите себя от любых его действий. При сидячей рабочей не нужно сидеть за столом, скрестив ноги, иначе таким образом вы отпугнете удачу в своих делах. Друзья, эти приметы – это опыт нескольких поколений. Соблюдая их, вы точно непременно добьетесь успеха, финансового благополучия и признания. С вами, как всегда, был канал Эзотерика для тебя. Друзья, обязательно подписывайтесь на наш канал, обязательно ставьте лайк этому видео. Обязательно поделитесь этим видео с теми, кого вы любите, кого вы цените, кому вы желаете мира, любви и гармонии. Друзья, прямо сейчас на экране вы видите два прямоугольника. Это следующее рекомендованное видео для вас. Нажимайте на то видео, которое вам на интуитивном уровне понравилось больше, и смотрите. Друзья, всех вам благ. Услышимся с вами уже в следующем видео.